Привет всем! Вы на канале Под микроскопом, и сегодня мы заглянем в удивительный микромир обычного репчатого лука. Это видео я сделал ради особенных кристаллов щавелевого кислого кальция, которые скрываются в высохшей луковой кожуре. И именно ради них все и началось. Мы начнем с сухой шелухи и рассмотрим под микроскопом эти кристаллы. Яркие, четкие, похожие на прямоугольные кирпичики. А затем заглянем внутрь живой клетки свежего лука и ускорим происходящее в 800 раз, чтобы вы могли увидеть, как внутри нее все движется, переливается, живет. Это не просто лук, это живая система, полная структуры, кристаллов и движения. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Вот она, сухая хрупкая оболочка снаружи лука. Многие ее просто сбрасывают, не подозревая, что внутри скрыт целый кристаллический мир. Под микроскопом эта шелуха превращается в настоящий музей природы. Если сделать препарат не с водой, а с обычным растительным маслом, кожура становится почти полностью прозрачной. И тогда появляются они – блестящие, четкие, геометрические формы. Эти продолговатые структуры кристалла щавелевого кислого кальция – это не просто украшения. Эти кристаллы – побочные продукты жизнедеятельности растительной клетки. У животных лишние минералы соли выводятся с мочой, а у растений такой роскоши нету. Поэтому они накапливают соли прямо внутри своих тканей. Чаще всего оксалаты образуются там, где растению не жалко – в листьях, в коре, в отмирающих частях. Вот почему в живых молодых клетках лука вы такие кристаллы почти не увидите. Зато в сухой чешуе их можно разглядеть в огромных количествах. Ученые считают, что такие кристаллы еще и защитный механизм. Они делают ткани растений жесткими, неприятными на вкус и даже опасными для некоторых насекомых. Такой себе внутренний щит из соли и структуры. А если включить поляризационный свет, кристаллы начинают мерцать и сверкать всеми цветами, словно под микроскопом включили праздничную иллюминацию. Но лук – это не только сухая оболочка с кристаллами. Сейчас мы заглянем в его живую сочную часть, туда, где кипит внутренняя жизнь. Я аккуратно снял тончайший слой кожицы с внутренней стороны луковой дольки. Он почти не виден глазу, словно прозрачная пленка. Но под микроскопом в простой капле воды он превращается в настоящий биологический космос. Вот они, живые клетки лука, аккуратно выстроенные в ряд, как стеклянные кирпичики. У каждой клетки четко клеточная стенка, внутри полупрозрачная вакуоль, а ближе к краю крохотное ядро, как темное пятнышко. И именно в ядре хранится генетическая информация, вся команда по управлению клеткой. И если приглядеться, да, вы видите, все внутри слегка дрожит, перетекает, движется. Это цитоплазматическое движение, живой транспорт внутри клетки. Органоиды перемещаются, питательные вещества циркулируют. И именно так клетка дышит, питается и живет. На видео вы сейчас видите этот процесс в ускорении, примерно 800 раз быстрее, чем в реальности. Без ускорения движение едва заметны, словно время там течет в замедленном режиме. Но с помощью микроскопа и камеры мы получаем возможность наблюдать его так, как никогда не увидел бы обычный глаз. Посмотрим это же изображение в разных режимах микроскопии. В светлом поле все выглядит мягко и естественно, как будто смотришь сквозь чистое стекло. В темном поле, наоборот, клеточные структуры светятся на черном фоне, как звезды на ночном небе. Это не просто красиво, это наглядное доказательство того, что даже самая обычная луковица скрывает внутри сложнейший живой механизм. И вся эта жизнь разворачивается в капле воды на стекле прямо перед вашими глазами. Клетки лука – одни из самых популярных объектов для изучения в микроскопе. И не зря. Они крупные, прозрачные и идеально подходят, чтобы разглядеть строение растительной клетки от стенки и до ядра. И именно с лука часто начинают первые микроскопические опыты в школах. А вот теперь сравнение. В сухой кожуре мы использовали масло, и изображение получилось яркое, чистое, почти без пузырей. А если ту же кожуру положить в воду, появляются пузырьки, и сама структура выглядит хуже.
Вывод: иногда масло лучше, чем вода. Все зависит от объекта и от того, что именно вы хотите разглядеть. Казалось бы, обычный репчатый лук. Мы режем его на кухне, не задумываясь, а ведь внутри целая скрытая лаборатория природы с блестящими кристаллами, четкими клеточными стенками, ядрами, гигантскими вакуолями и даже постоянным движением, почти как в организме. Кто досмотрел до этого момента, вы молодцы. Дальше оставшиеся 4 минуты видео вы увидите настоящую медитацию. Живая клетка лука под микроскопом в ускорении в 800 раз. Смотрите, как все внутри нее движется, пульсирует, как медленно и плавно перетекает содержимое. Это жизнь в ее чистом виде, в первозданном виде. Настоящее спокойствие и красота под стеклом. Если вам интересно, что еще скрывается в самых привычных вещах, подписывайтесь на канал под микроскопом, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вас ждет еще больше удивительных микромиров, все это прямо у вас на экране. До встречи, пока-пока!